Доброго времени суток. В продолжение к предыдущим рейтингам я решил затронуть немаловажную тему о наиболее солнечных населенных пунктах. А то пасмурные мы уже знаем, а ясные нет. Кто не видел предыдущее видео, ссылка в правом верхнем углу и описании. Измеряется данный параметр в часах солнечного сияния. И для лучшего понимания можете посмотреть на этот список крупных городов и их значения, чтобы было легче сравнить со своим городом. Летим наслаждаться солнечными лучиками. Смотрите до конца, и некоторые позиции вас непременно удивят. Первой в списке идет Уфа. И это здорово, ведь не так много городов-миллионников могут похвастаться обилием солнца. Хоть столица Башкирии занимает самую первую позицию в рейтинге или последнюю, кому как удобнее считать. 2000 часов солнечного сияния. С мая по август наиболее солнечно, в июне-июле до 20 ясных дней в месяц. Наиболее пасмурное время с ноября по январь, обычно ясных дней не более недели за месяц. Осадков примерно 580 мм, население 1 миллион 160 тысяч. Во Владивостоке почти такие же значения, как и в Уфе, 2025 часов. И здесь очень интересная ситуация. Сумма этих часов практически равномерно распределена по всем 12 месяцам. Примерно треть каждого месяца стоит ясная погода. Возможен небольшой отрыв в пользу ясных дней в марте и сентябре, а наиболее пасмурный июль, поскольку в нем наибольшее количество осадков, которых за год выпадает 850 мм. Население примерно 600 тысяч. В крупнейшем городе азиатской части России, Новосибирске, 2040 часов, с четко выраженными двумя очень солнечными месяцами июнь и июль по 300 часов в месяц, так же как в Уфе. В мае и августе поменьше, по 250. С ноября по январь наиболее мрачно, до 60 часов солнечного света в каждом месяце. Осадков довольно мало, 460 мм за год. Население 1,6 миллиона. В Томске практически такая же ситуация, как и в Новосибирске, 2045 часов, что в принципе неудивительно, учитывая расстояние между ними в 200 километров. Распределение по месяцам тоже совпадает. Осадков, правда, тут побольше, на сотню, 570 мм. Население 550 тысяч. В Саратове 2060 часов солнечного света с классической схемой. Июнь и июль максимально ясные. 2/3 месяца солнечный. Май и август немного отстают. А вот декабрь с январем затянуты тучами. Осадков 470 мм, население 880 тысяч. Практически с таким же значением следом идет Курск, 2070 часов. Также июнь и июль наиболее солнечные. В месяц может перевалить за 300 часов солнечного сияния. Это примерно 25 ясных дней. Декабрь самый пасмурный месяц в году. Всего 30 часов солнечного света за месяц. Осадков 620 мм, население 430 тысяч. Ровно с таким же значением в 2070 часов следует Вилюйск. В июле солнечное сияние может достигать 340 часов, июнь около 310. Вообще с марта по август стабильно более 200 часов в месяц. А вот в декабре и январе ясные дни практически отсутствуют. Осадков мало, в основном летом, около 290 мм за год. Население всего 10 тысяч. В столице Хакасии Абакане 2080 часов. С мая по июль около 270, что равняется примерно 2 ясным неделям в месяц. Самое пасмурное время с ноября по январь до 70 часов. Осадков немного, 310 мм, население 180 тысяч. Еще один город-миллионник. В Самаре 2100 часов солнечного света. С мая по июль включительно по 300 часов солнца, что довольно много, и чуть-чуть меньше в августе. С ноября по январь всего по 50. Осадков немного, 550 мм. Население примерно 1 150 тысяч. А вот и один из полюсов холода – Верхоянск. С таким же показателем, как и в Самаре. Практически весь июнь может быть солнечным, до 340 часов.
Что неудивительно, учитывая полярный день, которого в Самаре нет. Апрель, май и июнь также до 300 часов. А вот декабрь и январь полностью лишены солнечного света. Осадков очень мало, 180 мм, и население примерно 760 человек. В Ростове-на-Дону 2120 часов, с мая по август до 300 часов солнца. Минимальное значение в декабре около 40, осадков 610 мм, население 1 140 000. Тюмень с незначительным отрывом следует за Ростовом, 2130, по 320 часов в июне и июле, что равняется примерно 20 ясным дням, и 250 в мае и августе, около 60 часов с ноября по январь. Осадков 470 мм, население 870 000. И тут же с почти таким же количеством часов Краснодар, 2140. В отличие от Самары или Вилюйска, более 300 часов в месяц бывает нечасто, но зато 3 летних месяца стабильно около 280, а 3 зимних около 70 часов. Осадков 740 мм, население 1 150 000. У соседа Ростова чуть больше ясных дней, 2160. По месяцам ситуация такая же. 3 летних максимально солнечные, а декабрь самый хмурый. Осадков 520 мм, население 240 000. Точно такие же значения, но уже в другой части страны – Кургане. Июнь и июль лидируют по количеству ясных дней. Их значение одинаково – по 300 часов. В зимнее время ситуация чуть получше, чем в других городах – около 70 часов солнечного света в месяц. Осадков 395 мм, что довольно мало. Население 300 000. А вот и Сочи. Тот самый случай, когда огромное количество осадков 1650 мм сочетается с 2170 часами солнца. Максимальное количество в июле и августе по 280 часов. В зимние месяцы около сотни. Вытягивают ситуацию май и октябрь, которых по 200 часов в каждом месяце. Население 450 000. Всего на 10 часов больше в Махачкале, 2180. В июле около 310 часов, а также это наименее дождливый месяц в году. С мая по август значение чуть больше, чем в Сочи, поскольку в Махачкале значительно меньше осадков, но при этом в зимние месяцы в среднем 70 часов за месяц, что примерно 5-7 ясных дней. Осадков 390 мм, население 650 000. В столице Калмыкии 2200 часов солнечного сияния. С июня по август стабильно по 300 часов. Да и в мае около 280. При том, что это самый дождливый месяц в году. Облачный период с ноября по февраль. Менее 100. Осадков 370 мм, население 105 000. И столько же в Ставрополе. Лето здесь точно такое же. А вот зимой ясного времени побольше, до 100 часов, но при этом более пасмурный март и апрель. Осадков 560 мм, население 560 000. В столице Алтайского края солнце часов чуточку побольше, 2205. В июне и июле по 320 часов ясного неба, что равняется примерно 20 полностью ясным дням в месяц. В мае-августе не менее 250 часов. В зимние месяцы по 70. Осадков достаточно мало, 420 мм. Население примерно 620 000. Еще один полюс холода – Аймякон, 2220. Июнь и июль выдают по 315 часов солнечного света, при том, что это и самое дождливое время в году. Примерно пополам месяц разбит на тучи и солнце. А вот декабрь и январь совсем темные, до 30 часов. Осадков 220 мм, население 560 человек. Волгоград отрывается от Аймякона всего на 5 часов, 2225. Лето очень жаркое и солнечное, по 310 в каждом месяце.
а ультрафиолетовый индекс может достигать 8 единиц. С ноября по январь по 50 часов. Осадков 330 мм. Население примерно 1 миллион. А вот и крупнейший город вечной мерзлоты с показателем 2250. Июнь и июль максимально ясные до 340 часов солнечного света, что примерно 3 недели ясных дней за месяц. Но компенсируется декабрь и январь, когда и 20 часов не наберется. Осадков 230 мм, население 385 тысяч. Полная противоположность Якутску – теплый Майкоп с почти таким же значением 2255. Правда, самый ясный месяц один – июль, до 310 часов, чуть меньше август и июнь. А вот зима куда светлее, в декабре и январе около 90 часов. Осадков 790 мм, население примерно 140 тысяч. Закрывает наш список городов-миллионников Омск, самый солнечный из крупнейших городов России, 2255. С мая по июль по 300 часов солнечного сияния. Апрель и август не сильно отстают, по 250 часов. С ноября по январь в районе 70. Осадков довольно мало, 420 мм. Население 1 100 000. А вот и Иркутск. Идет уже с большим отрывом от предыдущих. 2300 часов солнечного сияния. Хотя летом значения не рекордные, по 280 часов с мая по июль, да и март с апрелем имеет по 230, что равняется примерно половине месяца ясных дней. Зима не слишком мрачная, около 100 часов, но может в декабре чуть меньше. Осадков 480 мм, население 600 000. Сразу же с отрывом на 50 часов расположилась Анапа, 2355. Очень солнечным будет июль, до 340 часов, что примерно до 22 полностью ясных дней, и по 310 соседние месяцы. Зимой около 70. Осадков 560 мм, население 80 000. Мы подошли к десятке лидеров, которые открывают столица Тывы, Кызыл, 2360. Здесь уже довольно длительный солнечный сезон, с апреля по август, в каждом месяце более 250 часов солнечного света, что примерно по 2 недели каждого месяца безоблачные. Самый пасмурный декабрь около 60. Осадков очень мало, 235 мм. Население 130 000. Административный центр Амурской области имеет показатель в 2380. Диапазон наиболее ясных дней расширяется, при этом менее выражены конкретные месяцы, что я считаю более комфортно для жизни. Так, с февраля по октябрь включительно не менее 200 часов солнечного сияния. В мае и июне чуть-чуть больше, до 250, но в целом стабильно в этом диапазоне. То есть от 8 до 15 дней в каждом месяце безоблачные. Зимой, в отличие от многих предыдущих городов, довольно приличное количество солнца, около 130 часов. Осадков 570 мм, население 240 000. Оренбург – практически самый солнечный город Европейской России. Сразу скажу, впереди еще один с минимальным отличием, но при этом Оренбург крупнейший с населением 540 000. Солнечного сияния здесь 2400 часов. С мая по август включительно обычно более 300 в месяц, а в июле аж до 350. Самое облачное время с ноября по январь примерно по 70 часов. Примерно 5 месяцев в году над городом ясная безоблачная погода, а пасмурных темных дней так вообще около 30. Осадков по российским меркам мало, 360 мм. А вот и собственно европейский лидер Астрахань. С отрывом от Оренбурга всего на 5 часов. С мая по август значение в рамках 290-330 часов. И от 60 до 80 с ноября по январь. Осадков всего 230 мм, население 470 000. Столица Бурятии, Улан-Удэ, значение 2420. Здесь редко бывает за месяц более 300 часов солнечного света, но и границы наиболее безоблачного времени более размыты. С марта по сентябрь более 220 часов, что примерно 10-12 ясных дней.
В мае-июне пиковые 290, а самый пасмурный декабрь и январь около сотни. Осадков 260 мм, население 430 тысяч. На пятом месте Хабаровск с 2450 часами солнечного сияния. Здесь уже зимой около 150 часов, а с марта по сентябрь от 200 до 260. В течение всего года около 2 недель каждого месяца ясные дни или с переменной облачностью. И при этом осадков немало, 700 мм, из которых 300 выпадает за июль и август. Население 615 тысяч. Четвертое место принадлежит административному центру Забайкальского края Чите, где за год солнце светит 2470 часов, в мае и июне по 280, а с марта по сентябрь значение не меньше 200. И даже зимой здесь не все так грустно, по 100-150 часов за месяц. Осадков мало, 345 мм. Кому интересно, посмотрите ролик про самые сухие города, некоторые из этого списка также там присутствуют. Ссылку оставил. Население, как и осадков, около 340 тысяч. Итак, тройка лидеров. Кяхта значительно отрывается от Читы. 2610 часов с еще более ясным зимним периодом, около 150 за каждый месяц. А с мая по июль по 280, что примерно 15-20 полностью солнечных дней. В марте, апреле, августе и сентябре по 240 часов. Осадков 350 мм. В зимнее время практически отсутствует. Население 17 тысяч. Со вторым и первым местом ситуация немного сложнее из-за расхождения данных из разных метеоисточников. Но я считаю, это не слишком принципиально важно. Главное, что мы о них знаем, как в самых солнечных населенных пунктах России. Кошагач. Уникальное место, которое фигурирует уже в 4 моих видео, ссылки на которые будут в описании. Примерное значение 2635 часов солнечного сияния. С мая по август по 300 часов ясного времени. За год здесь возможно до 300 ясных дней, и это на секундочку 10 месяцев. Также это самое сухое место в России. Осадков всего 120 мм в год. Население 8 тысяч. На первом месте город Борзя, где солнце радует жителей 2800 часов. С марта по сентябрь от 240 до 300 часов ежемесячно, что равняется примерно от 12 до 20 безоблачных дней в каждом месяце. С ноября по январь по 150 часов. Осадков еще меньше, чем в Чите – 280 мм. Население 30 тысяч. По итогу можно сделать вывод: по наиболее солнечным регионам страны абсолютным лидером будет Забайкальский край, следом Бурятия и Республика Алтай. Ну а дальше указанные выше регионы, исходя из солнцечасов: Астраханская, Оренбургская, Омская, Амурская, Иркутская области, Тыва и так далее. Полагаю, общая картина у вас сложилась, и теперь знаете, что, где и сколько. Жду ваших комментариев, солнечного вам настроения и больше ясных дней.